Алиса Супронова, реакция «Ты не целуй». Ребята, всем привет! С вами преподаватель вокала Орлеанна. Ребята, вы же знаете, что на моем канале вы совершенно непосредственно можете влиять на контент на этом самом канале. Я неоднократно просила уже своих подписчиков, то есть вас, своих зрителей, чтобы вы отправляли мне ссылки на выступления тех классных вокалистов, которые вам нравятся. Есть у меня один замечательный зритель из Питера, с которым мы уже и ВКонтакте часто переписываемся, и в Инстаграме. Павел, привет! Попросил меня записать реакцию на его любимую певицу Алису Супронову. Я уже неоднократно, конечно же, делала реакции на эту замечательную исполнительницу, вокалистку. И мне очень нравится манера, мне нравится стиль исполнения Алисы. И я, конечно же, с удовольствием решила исполнить пожелание моего замечательного зрителя Павла из Питера. Алиса сейчас участвует в конкурсе. Вы можете совершенно точно повлиять на результаты этого конкурса, если тоже запишите реакцию и выложите на своем канале видео с реакцией на Алису. Поэтому, если у вас есть время, желание и силы, то, пожалуйста, делайте. Дружище, а если ты еще не подписан на мой канал и тебе интересно смотреть реакции на классных вокалистов, то не забудь подписаться на канал, чтобы быть в курсе новинок. Давайте анализировать. Погнали! Больше не звони, мне сердце не тревожь. Такой репертуар не очень люблю слушать, так же как многие не любят слушать, например, джазовые баллады. Грустная лирика на меня наводит обычно тоску, но посмотрим, как сейчас будет. Я надеюсь, что не будет тоски. Я, знаете, я даже уверена, что тоски не будет, потому что это Алиса Супронова. И в трубку мне не говори. Ой, а мне знаете, что нравится? Я люблю вот эти мелизмы Алисы. Они такие виртуозные, с одной стороны. Ну как, виртуозные, может быть, не совсем это слово подходит. Техничные. Пусть они будут техничные. И мне нравится теплота, которая в них присутствует. То есть вот этот тембр совершенно отличительный Алисы Супроновой, он вот очень здорово сочетается еще и с мелизмами. Круто. И в трубку мне не говори, обид, которых нет, одних бросает в дрожь. Ребята, знаете еще, что хочу сказать, что я сейчас заметила? Ну, я как педагог по вокалу, естественно, не могу обращать внимание, не обращать внимания на какие-то такие технические вещи, которые Алиса использует в пении. Понятное дело, что хочется погрузиться больше в произведения и в какие-то вот миры, которые Алиса создает своим вокалом. Но я сразу вижу технические вещи. Я не знаю, поэтому, наверное, я и преподаватель, а не певица. Смотрите, сейчас Алиса вдохнула такими вот плечами. Вообще это по вокальной технике, ребята, неправильно. Но я совершенно абсолютно уверена, по-другому быть просто не может, что Алиса знает и дышит всегда правильно. Скорее всего, вот этот вдох, это был такой художественный вдох, который как раз-таки, знаете, это такой вот, как у Тургенева, и грудь ее вздымалась. Вот, чтобы это была лирика еще больше нам донесена через образ, через движение, через вдох тот же самый, да. Это было сделано чисто с художественной точки зрения, а не с технической. Просто у меня бывало такое, что на уроках ученики говорили в ответ на мои замечания по поводу дыхания, что «а я вот слышала, что я видела, что она дышит вот так, вот у нее плечи поднимаются. И что? Что вот почему она так дышит, у нее получается». Ну, в определенных, так скажем, местах песни это можно делать, и это никак не отразится на вокал, на фразу, на какую-то, да, на подачу ее. Но, например, вот так, если бы она вдохнула в кульминационной точке, Господи,
Но если бы она так вдохнула в кульминационной точке, то было бы иначе. Пусть это счастье след. Я не хочу холодных слов, камень не кидай мне горячи во след. Ты не целуй мои воспоминания. Мне, знаете, ребята, нравится очень, как на тихом звуке Алиса очень четко, дикционно произносит слова. Все слова, все самые шепчущие, согласные, все слышно, ничего не проваливается, все звучит как нужно. Это круто. Алиса прям супер профи в этом. Ну, она во всем супер профи, а здесь прямо проявление такое, которое, наверное, заметят ребята, опять же, не все. Только преподаватели вокала это заметят. Не обещай надежды без любви моих ночных обид. Вот, здесь прямо Алиса дышит плечами, верхом и грудью. Но опять же, когда поешь таким головным звуком, субтоновым, мелизматичным, легким звуком, так скажем, да, то такое дыхание, оно может быть. Оно может быть. И я могу даже так сказать, вот это верхнее дыхание таким способом звукоизвлечения дает более кристальный звук. Вот. Щемящее мерцание, ты не терзай, впереди души. Ну, это, ребята, конечно, был художественный вздох. Тут никак, вот прямо то, что вот как раз у вокалистов никак не пропускается в вокальной технике, в правильной. Алиса здесь просто все нарушила, все по-другому спела. И при этом, видите, спела очень классно. Как бы на голос какой-то это не отразилось. Но если бы Алиса спела это плотным смыканием связок на белтинге или на миксте, то звук был совершенно бы по-другому ощущался. И, ну, я надеюсь, вы поняли. А если не поняли, то задавайте вопросы в комментариях. С лесами за окном. Вау, а классно еще Алиса в этой фонограмме прописала заранее бэк-вокал своим голосом. Я услышала там 3 голоса. Такой, как, знаете, как будто бы вьюга так навеивает, такой, как будто бы ветер такой зимой. И вообще, кстати, ребята, странно, я до сих пор не отметила о том, что Алиса такая красотка. Я, конечно, во всех видео об этом говорю, но почему-то я только сейчас на половине видео об этом вспомнила. Посмотрите, как стильно Алиса выглядит, как стильно она и целостно несет свой образ. Это темное платье, сережки классического варианта, прическа, ну такая вот супер женственность, да, вот Алиса это такой женственный образ, такой хрупкий, настоящей принцессы. Алисе он очень идет, естественно, и ну, как женщине может не идти женственный образ всегда, но уметь его выдержать от начала и до конца, не поменяться, а быть всегда вот такой естественной. И это тоже, кстати, большая работа, ребята. Забарабанил дождь. Я не услышу слов любви, мой телефон молчит. Круто. О, телефон молчит. Здесь плотный достаточно микс использует Алиса. То есть мы слышим управление звуком через носовой резонатор здесь. Достаточно плотное такое смыкание. И, ну, в общем, все это очень красиво. Ко мне ты не придешь. Нет, ты не придешь. Вибратка в конце. И, опять же, специфический такой теплый, немного народный тембр Алисы Супроновой. Красиво. За годы чувств благодарю. Ой, а я, знаете, сейчас, ребята, что осознала? Что до этого момента Алиса ни разу не смотрела в камеру. Я почему-то про это даже вообще не сказала.
И, ну, потому что она не смотрела, а сейчас посмотрела, и я увидела разницу, когда есть взгляд артиста и когда нет этого взгляда. Это тоже своеобразный, ребята, элемент развития художественного образа в этом произведении. То есть вначале она не смотрела, а потом ко второму куплету она обратилась к нам своим взором. Вот. За радость наших встреч. Встреч! Хорошо, круто, плотное смыкание, не супер высокая нота, но тембрально очень насыщенная, яркая и, опять же, слово яркий, пронзительная в хорошем смысле. Та самая нота, за которую люди скажут, что это сильная вокалистка. Вот Алиса Супронова поет сильно, она умеет громко петь. Улыбкой горькой озарю, ты создан для любви. Очень классно, что Алиса при этом прописала свой бэк-вокал. Это очень здорово. Ты лучший из людей. Угу. Классно, классно, Алиса. Мне нравится голос, вообще шикарный голос. Народный такой, открытый тембр, но при этом такой насыщенный. Знаете, вот народные голоса мне редко нравятся, потому что они очень часто такие какие-то все кукольные, какие-то не настоящие. А здесь вот чувствуется человек. Ты не целуй мои воспоминания, обещай. Ух ты, как классно. Одну фразу, опять же, спела плотным смыканием белтинговым, вторую фразу, причем таким явным переходом, как йодль взяла, сбросила на головной звук. Ну, виртуоз, что скажешь. Надежды без любви мои, ночных обид, щемящее мерцание. Ты не терзай, впереди души. Крутая кульминация, огонь вообще. Алиса супер, супер вообще. Вот потрясающе. Как всегда. Какая она красотка. Просто вот потрясающая красотка. И даже, знаете, когда она настолько красотка, даже когда она вот делает такое лицо, морщит и выдает нам какую-то кульминацию, при этом лицо у нее не портится, но такое же красивое остается. Вот потрясающе, да, потому что очень часто же сложно сочетать вот эти высокие ноты, там, где нужно сделать небный жим, нужно сделать посыл, нужно сделать энергии больше затратить. У нас кривится лицо у вокалистов, и это как-то сразу же начинает вот отталкивать. Поэтому надо уметь брать эти ноты высокие таким качеством, вот как я сейчас сказала, например, плотным, да, и при этом сохранять красивое лицо. Вот у Алисы это потрясающе получается. Я не знаю, это тоже какой-то, наверное, особый либо дар, либо у нее просто такое лицо, которое невозможно какими-либо гримасами искривить. Но вот у Алисы это просто... Либо она научилась этому как-то так, что это тоже красиво. Ого! А это была прям Селин Дион как будто. Не супер высокие ноты, ребята, не супер высокие ноты. Но у Алисы не сказать, что прям супер какой-то высокий голос при этом, да. У нее достаточно такой альтовый тембр, поэтому высокие ноты, по идее, даются. Но вот по тембру, по строению аппарата голосового, Алиса ниже голосом, чем Полина Гагарина. Поэтому петь песни Полины Гагариной Алисе Супроновой сложнее, чем Полине Гагариной. Еще монтаж такой крутой сделали, да, что такая картинка прыгающая, ну, чтобы наш взор, так скажем, не
рассеивался, чтобы мы все время наблюдали за происходящим, делаются такие чудеса монтажа, чтобы наш глаз не отрывался от картинки. Вот здесь вот монтажер Алисы исполнил свою работу просто на все 100%, чтобы мы были максимально включены в произведение. У меня почему-то есть ощущение, что именно после проекта «Голос», на который Алиса приходила, и ей не удалось пройти в слепых прослушиваниях, она сделала какой-то качественно новый толчок в развитии своего голоса. Я знаю, что она учится в университете, но до этого вроде бы как она уже где-то училась, да? То есть она уже была профессионалом, когда пришла на проект «Голос». А дальше она переехала в Санкт-Петербург и поступила в СПб ГУКи. СПб ГИК сейчас, СПб ГИК. Да. Учится там сейчас, насколько мне известно, учится. Но видно, как сильно она выросла за это время вокально. Ну, классно. Умеет Алиса, конечно, выдать все свои эмоции, прожить это все внутри, но при этом все-таки показать, донести до нас. Да? То есть вот я посмотрела одну реакцию итальянского преподавателя вокала, который сказал, что Алиса, она больше такая внутренняя, отстраненная немного певица, которая все переживает, но опять же за ней очень интересно наблюдать, как она это все выражает. Здесь я бы, честно говоря, не совсем согласилась с этим суждением, но то, что действительно Алиса глубоко переживает все то, о чем она поет, это я подтверждаю. Ого, ого, вот эта дыхалочка, вот это вообще. Перейти с этого громкого звука, длинной ноты на высокий, на высоком тоне, дальше перейти вниз, уже не снимая дыхания на легкий звук и долго его еще держать на этом дыхании. Это вообще потрясающе. Это тот самый место девочи. Вау, вау, круто, круто. И кульминация, и такой cold ending, резкий сброс, да. И сразу мы приходим к завершению произведения. Крутая. Да, я хотела увидеть этот взгляд, и я его увидела. Друзья мои, ну что ж я скажу. Мне, конечно, Алиса Супронова очень нравится. Мне она очень нравится как исполнительница, как певица. Да и вообще в целом на нее всегда приятно смотреть. Видно, что и человек она очень хороший, и песни она правильные поет. И как вот помните, вначале я сказала, я не люблю такую лирику, грустные песни, меня они всегда вводят в тоску. Так вот, Алиса имеет совершенно потрясающую способность доносить лирические песни так, что тебе не грустно, что это наоборот тебя вдохновляет, заряжает, на новые свершения сподвигает. Мне очень нравится слушать, как поет Алиса Супронова. И я надеюсь, что вам тоже. Напишите, понравилась ли вам песня «Ты не целуй» в исполнении Алисы Супроновой. Будет интересно пообщаться в комментариях. Я желаю Алисе, чтобы она победила на этом конкурсе, в котором сейчас участвует. Я могу сказать, что я вдохновилась. Я вдохновилась этим исполнением. Меня прямо сейчас даже больше не раздражает тот момент, что во время записи этого видео за окном какая-то очень громкая машина не давала мне записать видео.
Вот. Все как-то сразу сгладилось и стало спокойно на душе. Спасибо, Алиса, успехов, удачи, будем держать кулачки за тебя и дальнейших свершений. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Этим мы поможем моему каналу развиваться, а также поможем Алисе победить в том конкурсе, в котором она сейчас участвует. Также будьте подписаны на канал, ставьте серенький колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео на моем канале. Ну и, собственно, приходите каждый понедельник и каждый четверг общаться в чат, смотреть новое видео. И в пятницу в 8 вечера, не каждую неделю, но все же я провожу прямые трансляции для своих зрителей, где мы поем, общаемся, обсуждаем заданные темы, которые я объявляю заранее. В общем-то, приходите, будьте в курсе событий. Спасибо, ребята, огромное, спасибо вам за поддержку и до новых встреч. А с вами преподаватель вокала Орлеан.